Привет, ARMY. Это просто совпадение, созданное удачным стечением обстоятельств, или это самый смелый академический сигнал, указывающий на новое направление в поп-индустрии? В тот момент, когда Чингук попал в объектив камеры вместе с Бан Си Хёком, а затем последовала внезапная и глубоко эмоциональная реакция V из BTS, миллионы фанатов по всему миру замерли в молчании. Это был необычный момент, и он не был воспринят как таковой. Этот вступительный вопрос не является кликбейтом. На самом деле, это законное методологическое исследование, которое приглашает нас изучить динамику власти, карьерные стратегии, символическую политику и долгосрочное построение нарративов в южнокорейской индустрии развлечений. За последнее десятилетие эта индустрия превратилась в одну из самых влиятельных культурных экосистем в мире, формируя не только музыкальные тренды, но и глобальное восприятие искусства, идентичности и творческого авторитета. Когда Чингук, самый молодой участник BTS, чье влияние давно вышло за рамки группы, появляется рядом с Бан Си Хёком, основателем HYBE и главным архитектором успеха BTS, публика не воспринимает этот момент как случайность. Они не видят в нем совпадения. Вместо этого публика видит возможность. Они видят намерение. Они видят направление. И, что наиболее важно, они чувствуют, что под поверхностью могут тихо формироваться решения огромной важности. Все началось с чего-то, что казалось обманчиво простым. Одна фотография быстро распространилась по социальным сетям. Чингук и Бан Си Хёк были замечены в одном месте, в атмосфере, далекой от пресс-конференций, официальных графиков или объявлений компании. Не было никаких подписей. Никаких объяснений. Никаких последующих заявлений. И именно из-за этого отсутствия разъяснений ситуация вызвала широкое распространение предположений. В сфере массовых коммуникаций молчание ключевых фигур часто имеет больший вес, чем подробные объяснения. Когда такая масштабная и тщательно управляемая организация, как HYBE, предпочитает молчать, общественность не остается пассивной. Фанаты и наблюдатели начинают анализировать. Они архивируют старые записи, пересматривают интервью, сравнивают тенденции и связывают настоящий момент с долгой общей историей Чингука и Бан Си Хёка, начиная с самых первых дней BTS, когда группа еще пыталась закрепиться на конкурентном рынке. Бан Си Хёк – не просто корпоративный руководитель. Он – идеологическая фигура в K-pop. В многочисленных интервью он постоянно подчеркивал, что музыка – это форма человеческого самовыражения, а не одноразовый товар. Чингук со временем стал, пожалуй, наиболее ярким воплощением этой философии. С самого дебюта его никогда не позиционировали исключительно как айдола. Его представляли как развивающегося музыканта, того, кто экспериментирует, адаптируется и выходит за рамки устоявшихся жанровых границ. В этом контексте наблюдение за Чингуком и Бан Си Хёком вне рамок группы неизбежно порождает более глубокие вопросы. Была ли эта встреча просто ностальгической, размышлением о совместном пути? Или же она носила стратегический характер, переосмысление траектории сольной карьеры Чингука, потенциально поднимая ее на невиданный ранее уровень в поп? Сложность ситуации возрастает, когда Ким Тэ Хён, известный во всем мире как Ви, становится частью повествования. Его эмоциональные реакции, наблюдаемые через тонкий язык тела, загадочное поведение в сети и заметное отстранение от выразительного общения стали центром внимания для фанатов. В культуре фандома BTS ни один жест не является незначительным. Каждая пауза, взгляд и молчание рассматриваются как текст, открытый для интерпретации. Ви давно известен как выразительный и эмоционально открытый артист. Когда человек с такой репутацией внезапно становится сдержанным, фанаты инстинктивно чувствуют, что за кулисами происходит нечто важное. Не конфликт, не предательство, а переход, тщательно спланированный, глубоко прочувствованный и эмоционально сложный. С точки зрения индустрии, этот момент наступает в критический момент. Группа BTS достигла высот, которые статистически редки и исторически трудно превзойти. Неизбежно возникает вопрос, что ждет каждого из участников такого легендарного коллектива дальше? Чингук занимает уникальное положение.
Обладая огромной глобальной фан-базой и сольным послужным списком, который принес ему как коммерческий успех, так и признание критиков, он больше не действует по необходимости. Ему не нужно подтверждение. И все же, парадоксально, именно это делает следующий шаг таким сложным. Как артисту на пике популярности переосмыслить успех, не повторяя знакомые формулы? Бан Си Хёк, известный своим долгосрочным видением и методичным планированием, несомненно, понимает эту дилемму. История HYBE показывает, что самые важные решения редко бывают импульсивными. Они разрабатываются медленно, подкрепляются сюжетной основой, проверяются с помощью тонких сигналов и реализуются только тогда, когда это необходимо. Ионы зрелые. По этой причине встреча Чингука и Бан Си Хёка, какой бы неформальной она ни казалась, не может быть легко списана на незначительную. Особенно в контексте более широких отраслевых дискуссий о будущем К-поп, глобализации музыки и растущем требовании артистов к творческой автономии. В этом контексте эмоциональная реакция Ви становится зеркалом, отражающим коллективную тревогу фанатов. Фанаты начинают задаваться вопросом, может ли потенциальное расширение сольного направления Чингука изменить внутреннее равновесие BTS. Создаст ли это дистанцию между участниками, или это просто естественная эволюция взрослой группы, которая позволяет отдельным участникам расти, не ослабляя связи? Участники BTS неоднократно подчеркивали, что сольная деятельность не означает разделение. Однако реалии индустрии развлечений часто более многогранны, чем обнадеживающие заявления. Что усиливает эмоциональную нагрузку, так это то, как фанаты связывают поведение Ви с темами размышления и самопожертвования. Ви всегда был фигурой, которая ценит единство и коллективное творчество. Когда он кажется более тихим, многие интерпретируют это не как обиду, а как размышление, признание того, что перемены неизбежны и что даже позитивные преобразования несут эмоциональную цену. В групповой психологии переходные фазы часто порождают смешанные эмоции. Гордость сосуществует со страхом. Надежда переплетается с тоской по привычному. Эти противоречия не свидетельствуют о слабости, они свидетельствуют о зрелости. Спекуляции относительно планов Чингука и Бан Си Хёка продолжают набирать обороты. Некоторые считают, что этот момент знаменует собой закладку основы для амбициозного сольного проекта мирового масштаба, проекта, который может включать в себя межотраслевое сотрудничество, экспериментальное искусство и позиционирование Чингука как культурной фигуры, выходящей за рамки традиционного образа айдола. Другие предполагают перестройку роли Чингука в самой экосистеме HYBE, не только как исполнителя, но и как создателя с большей властью в принятии решений. С академической точки зрения это согласуется с более широким сдвигом в отношениях между артистами и корпорациями. Если предыдущие поколения позиционировали айдолов как взаимозаменяемые компоненты, то эпоха BTS переосмыслила артистов как партнеров. В этом смысле Чингук больше не просто актив. Он – стратегический капитал. В таком ракурсе встреча с Бан Си Хёком может представлять собой диалог между равными, обмен мнениями, а не указаниями. И именно эта возможность делает момент таким значимым. Фанаты остаются в эмоциональном центре этой разворачивающейся истории. Есть гордость от того, что Чингука признают на таком уровне. Есть также страх, тихий, невысказанный, потерять динамику, которая обеспечивала BTS эмоциональную стабильность. Молчание Ви усиливает это напряжение. Его сдержанность – это не пустота, это пространство, наполненное смыслом. Однако история показывает, что BTS неоднократно преодолевали переходные моменты, не разрушая свой фундамент. Каждый этап сопровождался тревогой, и каждый раз группа демонстрировала, что индивидуальное развитие может укреплять, а не ослаблять коллективную идентичность. С этой точки зрения, направление, выбранное Чингуком и Бан Си Хёком, не следует рассматривать как угрозу. Это может быть тщательно выверенный эксперимент. Неоспоримо то, что этот момент возобновил важные дискуссии о будущем К-поп. Наблюдаем ли мы появление новой модели карьеры? Станет ли Чингук ее определяющим примером? И как другие участники BTS, включая Ви, будут продолжать формировать эту развивающуюся экосистему? Пока официальных ответов нет.
И, возможно, это молчание намеренное. В стратегической коммуникации сокрытие информации может быть мощным инструментом повествования. Пока не появится ясность, фанаты продолжают наблюдать, интерпретировать и чувствовать. Эмоциональная реакция Ви, которая лишила фанатов дара речи, не была концом, это была пауза. В индустрии развлечений о крупных преобразованиях редко объявляют напрямую. Они вводятся постепенно, через символы, встречи и молчание. И, возможно, именно в этом и заключается истинный сюрприз. Не в том, что было раскрыто, а в том, что осталось невысказанным. Эта история не закончена. Она только вступила в свою самую решающую главу, где молчание говорит громче объявлений, и где один момент может изменить воображение миллионов.